Всем здравствуйте. У нас раннее утро, у нас без 15:07, я еду на работу. Решила рассказать вам, как я на эту работу попала. У нас, кстати, дождик перестал наконец-то. Такие дожди были проливные, не проехать, не пройти. Сегодня, надеюсь, будет более или менее солнечный или сухой день. В общем, про работу. Если честно сказать, то попали мы в Ирландию случайно. Вы знаете, вот не зря говорят про позитивное мышление, потому что, когда появляется какая-то идея, она начинает притягивать к тебе людей, которые могут тебе помочь или советом, или каким-то активно помочь тебе, или просто поменять ход твоих мыслей. В общем, ребят, работает как-то. У нас был друг, который решил с семьей уехать в Канаду. И мы с ним тесно общались. Как-то сказал: а вам-то что не поехать? Ваши дипломы там признаются, медицинские. И мы так, не знаю, как-то никогда не думали. Он говорит, по крайней мере, это единственная страна, в которой вы можете спокойно работать. А язык? Он говорит, язык подучите. Мы как-то так это подумали, обдумали. И тоже загорелись идеей. Думаем, вообще-то, в принципе, идея хорошая, поехать в Канаду, там работать. В те годы, 20 лет назад, действительно, Канада была единственная страна, которая признавала российские дипломы. И мы решили ехать. Начался процесс собирания документов, начался процесс собирания денег, начался процесс продажи квартиры. В общем, много-много всего. Таких хлопот, поездок в Москву за визами, отказами. Короче говоря, у нас это заняло достаточно много времени, пока кто-то из наших знакомых не сказал: а чего вы едете-то так далеко? Ведь можно поехать в Европу, это гораздо ближе. И родители тоже как-то, они против Канады, они были не против иммиграции, они были против Канады как страны, которая находится так уж далеко, знаете. Короче говоря, ребята, процесс был долгий, нудный, волнительный, стресса достаточно было много. В итоге мы решили приехать в Ирландию. Приехали мы в Ирландию. Это история отдельная, потому что приехали мы с дочкой, потом приехал муж с сыном. И начался процесс поисков работы, поисков курсов английского языка, особенно для мужа, потому что я учила английский в школе, а муж учил немецкий. Поэтому у него, конечно, для него это было проблематично начать говорить на английском языке. Приехали мы в мае, и все лето мы посещали все возможные и невозможные курсы английского языка. Лето в Ирландии очень спокойное время, это время отпусков, поэтому активности в поисках работы было мало. В сентябре как-то начался поиск работы более так интенсивно. И оказалось, что Ирландия наши дипломы не признает. И как мне в лицо сказали, что с вами делать, мы не знаем. У нас не было таких прецедентов, когда приехал дипломированный врач и не может у нас работать. И пошло-поехало. 2 года у меня занял процесс хоть куда-нибудь торкнуться. Я обошла все возможные и невозможные инстанции. Я знала всех заведующих кафедрами, заведующих факультетами, президента нашего университета по имени и по голосу. И они меня знали, все его секретарши знали меня по голосу и в лицо, и по имени. Была большая статья в газете о том, что нет разрешения на работу. Так и было. Я была не одна. Никому нельзя было работать. Просто Ирландия не признавала дипломы о высшем образовании российские, и все.
Ну, в общем, через 2 года я успешно сдала экзамен в течение этих 2 лет. Я сдала экзамен по английскому языку, и в результате долгих мытарств, в конце концов, меня приняли в институт, который у них называется Институт медицинских наук. Причем они долго удивлялись, что я согласна в этот институт пойти, будучи уже врачом, начать с самого начала, а мне было в принципе все равно. Единственное, что, конечно, они мне пошли навстречу и приняли меня с 4 курса, сразу на 4 курс. Ой, ребят, не знаю, было ли это лучше или хуже, потому что я пришла в середине курса, мне нужно было догнать студентов, потому что они уже по половине курса сдали, и зимой были экзамены. Мне нужно было сдать все тесты, которые они проходили в предыдущем году, предыдущие полгода. Потом мне нужно было одновременно сдавать все тесты, которые мы проходили в этом году. Мой медицинский английский был очень слабым, потому что разговаривать я могла, а вот медицинские термины, это нужно было отдельно все это изучать. Знаете, ничего, выжили мы все, хотя были и мысли уехать, бросить институт, бросить все вообще, ехать обратно домой. В общем, всякое бывало. Но в итоге я пришла к выпускным экзаменам, успешно их сдала, что, наверное, меня удивило больше, чем кого-либо. Потом я получила, после этих экзаменов я прошла здесь интернатуру, получила полную регистрацию и начала работать. Я сразу решила проспециализироваться по анестезиологии, пошла на анестезиологию, поработала в нескольких городах, здесь же в нашей больнице, в паре других городов. И в итоге сейчас я в частной больнице, работаю в частной клинике. Вот я подъехала на парковку. Сниму вам видео о самой больнице, о самой клинике. И обязательно покажу. Все, всем пока, до встречи. Вышла на улицу снять вам вход. Вот там вход на парковку. Там тоже парковка. Это вот сама больница. И вот это вход в больницу. Сейчас зайдем. Покажу то, что показываю вам. Открывается. Так стоят у нас коляски инвалидные. И вот вход. Так, магазин закрыт. Тут прямо двери на ряде. Коридор в кардиологию, а это коридор в операционной. Вот смотрите, дверной дворик, там я отражаюсь, а там на крышу тоже можно выйти летом покушать. Бассейн, вот это дневное отделение, здесь регистрируют больных, здесь больные лежат на короткие операции, только на дневные, вот они приходят на 1 день. Я нахожусь в предоперационной. Сюда вот принимают больных перед операцией. Здесь их регистрируют. И вот вход в операционной. Вот коридор. Здесь операционная у нас. Сейчас уже вечер, поэтому никого нет. Только уборщики сейчас придут. Будут убирать. Ребят, вот зашла в операционной сзади. Здесь хранят все инструменты, материалы. Сейчас покажу хоть одну операционную. Вот одна из операционных. Больного здесь нет, поэтому можно снимать. Это предоперационная, анестезиологическая.
Здесь вот принимают больного, делают там, ставят линии и все такое. А вот здесь послеоперационно, сюда вывозят послеоперационно больных. Свет зажигается, посветлее немножечко. Вот немножко тут беспорядок, сейчас будут убирать здесь, придут уборщики, будут убирать реанимацию. Снимаю вам ту часть, где нет сейчас больных. Больные на другой стороне. Слышите, там девчонки мои разговаривают, медсестры. Вот так вот. Здесь вот где мои медсестры сидят. Вон они там занимаются. Это у нас комната для посетителей. Такая маленькая комнатушечка. Здесь вот вещи больных хранятся. Ну вот это холл больницы. Здесь регистратура. Где там товарищ? На первом этаже ресторан. Это лестница в отделение. Здесь ресторан еще открыт. По кругу развернусь. Здесь уже кабинеты приемные, где принимают доктора. Это первый этаж. Уже все закрыто. Вот там в коридоре темно. Там наверху второй этаж. И третий. Там везде кабинеты врачей. Такое большое панорамное стекло. Вид на улицу. Вот, смотрите, маленький бассейн на улице. Лестница наверху, там у нас тоже кофе продают. Ой. И тоже можно выйти в отделение. Вот так вот. Я обошла вокруг. Посмотрите, вот здесь вот вход в больницу. Там реанимация. Тут уже клинеры пришли убирать. Лифты на второй, на третий этаж наверх. Там уже отделение. И лестница подняться наверх в отделение. Покажу вам палату стандартную на одного человека. Вот эта палата на одного человека. Ой, закрыта там дверь, там ванная, туалет. Вот так. Поднялась я наверх, показать вам. Вот еще одно отделение респираторное. А здесь вот дверь в кафешку. Кто-то там сидит. Вот кафе, где я вам говорила, наверх. Мышцы. Сверху. Там можно себе разогреть еду в микроволновке. Ну и вот вид на холл. Сверху на ресторан. Там принимают врачи наши. И вот вид на улицу. Тоже маленький бассейнчик, тоже идет. Ну вот так у нас.